Всем привет! Последние 7 лет мы не просто восстанавливались от кризиса. Мы перестраивали нашу экономику в соответствии с новыми принципами роста. Роста, от которого выиграют все, а не только самые богатые. Наши предприятия создавали рабочие места 73 месяца подряд. 14,5 миллионов новых рабочих мест. Мы покрыли еще 20 миллионов медицинской страховкой. Мы помогли большему числу американцев позволить себе колледж и инвестировали в отрасли, создающие высокооплачиваемые рабочие места, такие как отрасль чистой энергии. Зарплаты, наконец, снова растут, но всегда будет над чем еще поработать. И на этой неделе моя администрация предприняла 2 простых шага, которые помогут гарантировать, что ваш тяжелый труд вознагражден, и что все играют по одним правилам. Первый шаг. Мы помогаем американцам выйти на пенсию с безопасностью и достоинством. Прямо сейчас, если вы пойдете к консультанту по пенсиям за инвестиционным советом, некоторые из них не будут действовать в ваших лучших интересах. Вместо того, чтобы рассказать вам о способе, который сохранит ваши заработанные тяжелым трудом деньги, эти консультанты могут получать обратные платежи от больших компаний за управление вашими инвестициями, которые будут дороже, а вы получите меньше. В результате на пенсии вы можете упустить десятки тысяч долларов, потому что вашему советнику заплатили больше за то, что он дал плохой совет. Это кажется неправильным, потому что так и есть. И вот почему Министерство труда сформулировало правила, строго регулирующие такой конфликт интересов. Многие на Уолл-стрит не очень этому рады. Но по всей стране это новое правило простимулирует работу пенсионных сбережений людей на миллиарды долларов в год и уравняет правила игры для многих хороших консультантов, работающих в лучших интересах своих клиентов. Второй шаг. Министерство финансов приняло жесткие меры против больших корпораций, изменяющих свои адреса за границей после приобретения больших компаний, чтобы уменьшить свои налоги здесь. Эта лазейка называется корпоративной инверсией. Это значит, что американские компании могут использовать преимущества американских технологий, инфраструктуры, рабочих. Но когда дело доходит до оплаты справедливых налогов, внезапно заявляют, что они не американские компании. Вот почему на этой неделе Министерство финансов усложнило использование компаниями этой лазейки, дав понять, что так не стоит делать. Вместе эти шаги основываются на работе, которую мы уже сделали, чтобы наш налоговый кодекс был более справедлив и защищал потребителя сильнее. Потому что я считаю, что вместо того, чтобы усложнять правила, позволяющие некоторым наверху играть по собственным правилам, мы должны построить экономику, в которой каждый имеет справедливые возможности, каждый вносит справедливый вклад, и все играют по одним правилам. Вот о чем эта страна. Вот над чем мы работали последние 7 лет. И вот за что я буду продолжать бороться, пока я ваш президент. Всем спасибо и хорошего уикенда. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.